Привет, друзья, меня зовут Геннадий, я профессиональный декоратор, и сегодня в этом видео вы посмотрите рубрику «За копейки». Сегодня мы будем делать гротто под Венецией. Техника достаточно распространенная, наверняка она уже встречалась вам на других каналах YouTube, но сегодня я покажу, как вам сделать это максимально бюджетно и при этом, чтобы это получилось действительно красиво, круто и смотрелось дорого. Мы сделаем интересный глубокий цвет, и также мы будем использовать офигительный воск по соотношению цена-качество, потому что все ищут венецианский воск, который как раз будет стоить недорого и при этом будет классный. В общем, давайте наносить. Сегодня мы будем использовать бюджетные материалы, так как рубрика «За копейки» подразумевает минимальный бюджет. Все, приступаем к мастер-классу. Будем посмотреть. Погнали! Итак, в качестве грунта сегодня мы используем ВГТ грунт от Гизионы. Конечно, не супер крутая грунтовка, но она содержит кварцевый песок, поэтому для фактурных штукатурок она подходит идеально. Не очень-то классно она раскатывается, но главный ее плюс в том, что она действительно дешевая. Грунтовку можно наносить, в принципе, как грунтовку и не относиться к ней как к покраске. То есть вам не обязательно наносить ее ровным прям полотном. То есть главное нанести просто на всю поверхность. Ну, это дело не очень интересно, поэтому сейчас я это все ускорю. Мы уже перейдем к более интересной части нашего мастер-класса. Вот таким образом нанесли грунтовку. Даже если где-то у вас на стене, еще раз повторюсь, есть какие-то плеши, это нормально. Просто закрываем всю поверхность. Нам главное, чтобы обеспечить сцепление последующим слоям. Ждем высыхания. Примерно 3 часа она будет сохнуть. После этого приступаем к следующему слою. Ждем высыхания. Так, друзья, наша подложка полностью высохла, теперь будем класть непосредственно фактурную штукатурку. Для этого слоя я выбрал самую бюджетную фактурную штукатурку, которая есть на рынке. Это ВГТ фактурная штукатурка, так она, собственно говоря, и называется. Благодаря вот таким колерам Tiziano Mix я заколеровал ее в такой темно-коричневый цвет. На килограмм фактурной штукатурки я добавил 1 колпачок колера коричневого Tiziano Mix, 1 колпачок колера черный. Для начала мы укладываем просто ровный слой. Здесь тоже нет ничего особого такого примечательного. Чтобы ровно положить слой, можете использовать кельму, можете использовать любой шпатель. В общем, тут главное просто перетянуть всю поверхность. Друзья, вот такой слой мы положили, в принципе, кладется достаточно удобно. Фактурная штукатурка от ВГТ бывает немножко суховатая. Для того, чтобы сделать ее более податливой, с ней было удобно работать, просто добавьте граненый стакан водички в ведро и перемешайте ее миксером. И тогда она станет максимально податливая и пластичная. Положили вот такой ровный слой, ждем высыхания, также примерно 3-4 часа. Так, друзья, прошло 4 часа, и теперь будем делать фактурный слой. В принципе, тот же самый материал мы используем в той же самой колеровке. Сейчас будем торцевать его кельмой и сглаживать, получая такой рисунок в стиле гротто. Делается это достаточно просто, то есть мы берем материал на вспомогательный шпателек, распределяем его по кельме в разные стороны. Здесь тоже размазываем, смотрим, чтобы у нас не было какой-то здесь прямой линии вот такой, потому что она тоже может отпечататься на фактуре. Поэтому просто вот так хаотично распределяем и начинаем отторцовывать. То есть отторцовывать я начинаю сначала еле-еле прижимая. Материал не сильно хорошо липнет на самом деле, но нормально, работать можно. И старайтесь крутить рукой. Я предпочитаю делать разнообразную фактуру. То есть где-то предпочитаю делать совсем помельче вот такую, где-то покрупнее. Где-то я могу уже потом добавить острова, допустим. После того, как мы отторцевали вот с одной кельмы, с одного захода весь материал, не дожидаясь высыхания, я не беру дальше материал, дальше не торцую. То есть я работаю с тем, что я с одной кельмы отторцевал. Сразу же по сырому мы должны это все дело сглаживать. Сглаживаем мы в разные стороны. То есть нужно всегда крутить рукой вниз, вверх, влево, вправо, наискосок. То есть под разными углами всегда работайте.
под разными углами. Тогда максимально красивый узор у вас будет. Местами я чуть-чуть добавляю, прямо на кельму беру и немножко добавляю, чтобы у меня все-таки эти острова местами были какие-то более значимые, более большие. Друзья, если у вас этот материал будет совсем туго, плохо оттамповываться, это значит, что он у вас все-таки немножко подсохший. Это значит, нужно на ведро добавить буквально 150 грамм водички и перемешать все миксером хорошенько. Так, эту часть оттамповал и сразу же сглаживаю. Пережать тут у вас не получится, потому что все-таки это делается под толщину зерна. Эта фактура имеет толщину определенную. Это хорошо. Также такая фактура, она в принципе скрывает многие огрехи и нюансы стены, нюансы подготовки. То есть сильно готовить под такую фактуру стены не нужно. Все хорошенько сгладил, вот такой рисунок мне уже нравится. Теперь оставляем его до полного высыхания. Вообще, конечно, такая фактура имеет место быть, наверное, и в таком нанесении, вот прямо как сейчас, да. Но это все-таки смотрится бедновато по сравнению с тем, что мы с ней сделаем в последующих операциях. Так что ждем высыхания, примерно 4 часа, и дальше уже будет самое интересное. Вот так фактура сырая выглядит вблизи. Кстати, обратите внимание, то что пока что она сырая, она выглядит светлее, чем уже высохшая. То есть получается, что данная штукатурка после высыхания темнеет, что достаточно редко встречается в декоративных материалах. Но тем не менее, интересный момент. Так, ребят, и следующим слоем у нас уже пойдет венецианочка. Венецианочка у нас тоже ВГТшная, потому что очень дешевая. Сейчас мы ее будем колеровать при помощи колеров Tiziano Mix. Все, вот такой у нас цвет получился, практически темный шоколад. Получается, что на килограмм венецианки я добавил колера Tiziano Mix 3 крышки черного колера и также добавил туда же 3 крышки колера коричневый. Смотрите, у нас так сейчас будет хитрая операция, то есть мы должны накатать все это валиком со средним ворсом, и после чего поймать момент, в который мы сможем это все дело сгладить кельмой, таким образом, чтобы верхушки у нас остались гладенькие, чтобы их потом покрыть воском и отполировать. То есть сейчас просто накатываем венецианочку. Венецианка ВГТшная, она сама по себе достаточно жидкая, поэтому разбавлять тут ничего не надо, потому что во многих техниках с другими венецианками, когда гротто делаем, бывает, что слишком густая венецианка, ее приходится разбавлять, но здесь такой проблемы нет, здесь прямо накатываем ее сразу же как краску, но накатываем ее разнонаправленными движениями, то есть я работаю, вы видите, да, кручу рукой и накатываю достаточно густо, чтобы шагрень образовывалась. Чтобы поймать венецианочку и расправить ее в нужный момент, я думаю, что нужно, если вы работаете на объеме, примерно делать по 1 квадратному метру. То есть быстренько 1 квадратный метр закатали, после чего прошлись по верхушкам и расправили. Если у вас опыт небольшой, то рекомендую делать, наверное, по пол квадратного метра. И обратите внимание, что стыковать всегда нужно, никогда не делать, то есть ровного края на стыке, да, чтобы он всегда был у вас изогнутый зигзагом. Вообще, конечно, это можно делать такую закатку и в один слой, но чтобы добиться хорошего качества, конечно, лучше прибегать к 2 слоям. То есть сначала проходите на первый раз, потом высыхает полностью и проходите на второй раз. Я тоже буду делать в 2 слоя, чтобы у нас как бы с одной стороны за копейки, с другой стороны, ну давайте все-таки покажем реально красивый результат, да, чтобы вау-эффект у нас был. А для вау-эффекта все-таки нужно 2 слоя. Вот таким образом, примерно квадратный метр мы закатали. И сейчас будем все это дело кельмой расправлять. Материал немножко уже подсхватился. И просто аккуратненько подполировываем. То есть я даже сильно не нажимаю. Тут нажимать пока что ни на что не надо. Материал сырой. Просто его чуть-чуть подвдавливаю, чтобы
наши верхушки стали более гладенькими. Все, вот так буквально слегка прошелся. Теперь ждем высыхания. Я думаю, что просохнуть тут все должно часика через 2. И можно вернуться и опять же повторить ту же самую операцию. Но ее я уже вам покажу на ускоренной обработке, потому что все объяснил. Ну а дальше будет самое интересное. Будем покрывать наши верхушки воском. Итак, ребят, наши 2 слоя венецианки высохли. Теперь самое время завощить это все. Каким же воском покрывать данное покрытие? Друзья, сюда нужен воск, естественно, именно для венецианской штукатурки. Да, до этого мы нанесли сюда материалы ВГТ, они действительно бюджетные, но материалы, но фирма ВГТ, к сожалению, вместо воска для венецианской штукатурки продает какую-то жижу, похожую больше просто на обычный лак. И, к сожалению, мне пишут в директ уже ни одно, ни два сообщения о том, что ребята делали этим воском объекты и запороли. Кто-то запорол у себя дома, кто-то еще где-то. То же самое пишут про воск парады. Они тоже выдают вместо воска для венецианской штукатурки обычный лак. Люди пытаются нанести его на венецианку, на ВГТшную бюджетную венецианку железными шпателями и порят, просто порят объекты, порят у себя дома нанесение. Это, конечно, очень все печально. В общем, друзья, нужен именно воск для венецианской штукатурки. Как он выглядит? Вообще, мы пользуемся итальянским воском, который стоит 10 тысяч за литр. Это валпентовский воск Cera Lucidante 370. Он, конечно, очень качественный, но венецианку мы сейчас делаем все меньше. Самый бюджетный из нормальных восков — это воск от Дикораза. Он стоит 5800, тоже неплохой. И сейчас мы будем пользоваться воском, который стоит всего лишь 3800, то есть практически в 2 раза дешевле дикоразовского. Это воск от Tiziana Deluxe, название его Cerosa. Cerosa — офигительный воск для этой цены за 3800. Кто-то скажет: Геннадий, но это же откровенная реклама. Да, я буду эту рекламу делать, потому что вы ничего не найдете похожего за ту же самую цену. Сейчас вы увидите его консистенцию, и именно так должен выглядеть нормальный воск для венецианки. Посмотрите на эту консистенцию. Вот, светлая паста такая должна быть. Вот это нормальная консистенция для воска, а не то, что, блин. Так, ну вот я наношу на губку в начале, то есть 3800 за килограмм воска. Это очень дешево на самом деле, потому что расход у него метров на 20. Так, ребят, ну вы видите, да, то, что венецианка сразу же меняет цвет. Сейчас мы это все дело еще будем, естественно, заполировать. Растушевываю все без проблем. Конечно, лучше делать примерно по квадратному метру. Еще раз повторюсь, то, что не нужно наносить сначала на всю стену, потом полировать. Сделали квадратный метр, заполировали. Дальше сделали квадратный метр, опять заполировали. Прямо кельмой. Здесь уже можно делать нажим серьезнее. Так, ну железним теперь нужно, пока это дело высохнет, до полного высыхания оставить. И уже затем, после того, как оно все высохнет, хорошенько пройтись еще раз и пройтись хорошенько по этому всему делу мягкой тканью. Так, ребят, буквально 15 минут прошло. Теперь еще раз по-сухому хорошенечко это все заполировываем кельмой, практически ребром. Прохожу очень жестко. И теперь можно мягкой тканью все пройти. Вот такая у нас овчинка. Конечно, можно сделать эту насадку на болгарку или на полировочную машину. Вот так как у нас тут объем небольшой, можно все это вручную спокойно сделать. Просто круговыми движениями натираем
И вы видите, как у нас начинают блестеть верхушки. Процесс этот, конечно, нескончаемый. Тут можно вообще всю жизнь полировать, выполировывать. Но я уже остановлюсь на том, как есть. Мне уже нравится этот результат. Сейчас покажу вам вблизи, пускай она окончательно досохнет, сниму скотч и покажу, как это выглядит с разных углов и под разным освещением. Ну что ж, друзья, вот такое гротто под Венецией замечательно у нас получилось. А самое главное, что такая фактура не требует никакой особенной подготовки. Там что-то стены выдрючивать, ничего не нужно. Прямо на неготовые стены можно наносить фактуру, потому что первыми двумя слоями именно фактурной штукатурки все косяки скрываются. Дальше мы глазируем венецианочкой, натираем офигительным воском. Кстати сказать, вот здесь у меня все прайсы на все материалы, которые здесь использовались. И хочу вам сказать, это капец как дешево выходит, потому что грунтовка выходит у нас 41 рубль за метр, фактурная штукатурка у нас выходит 71 рубль за метр, штукатурка венецианская 66 рублей за метр. И выходит воск Чероса 193 рубля за метр. Итого у нас получается всего, в общем, 371 рубль за квадратный метр вот такого замечательного покрытия. Но мне кажется, это офигительное предложение, потому что, ну, действительно, дорогой блеск, классное сочетание нижнего матового, верхнего глянцевого. Ну, конечно, в данном глубоком цвете а-ля горький шоколад это больше такой мужской вариант, больше подойдет для какого-то кабинета. Хотя, в принципе, он подойдет для выделения или рабочей зоны, или ТВ-зоны в гостиной. Тоже, мне кажется, отличный вариант. Ну что ж, друзья, с вами был, как всегда, я, Геннадий, Продекор. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня лайком и подпишитесь на этот канал, так как здесь вы увидите еще кучу видео про декоративную отделку и, в частности, рубрику «За копейки». Увидимся с вами в следующем видео. Желаю вам творческих успехов и хорошего настроения. Все, пока. Пока.